Всем привет, вы на канале Panda Wants to Play. Последнее приготовление, я послушаю, звук идет или нет. Ага, все отлично. Играем в Ground. Игра вышла 17 апреля. Пиксельная выживалка. Смотрим, что почем, интересно или нет. Так, много говорить не будем. Погнали, новая игра. Да, привет, ОРВ. Пустой слот. Ничего себе, тут можно даже еще и персонажа настроить. В пикселях нормально. Цвет кожи. Ну пусть будет 3. Цвет волос темный блонд. Прическа, бля. Прическа, бля. 3, 2. О, пусть 2 будет. Волосы на лице. Ну охренеть. Как будто это там видно будет, бля, вот я не знаю. Ну пусть будет 4. Цвет глаз, ёпта, цвет глаз, блядь, в пикселях. Серьезно? Давай красный. Есть красный? Во, бля, пусть будет маньяк, да, красноглазый? Цвет рубашки оранжевый. Голубой. Фиолетовый, ёпта. Зеленый. Пусть будет зеленый. Рубашка расстегнута. Ну да, у нас же этот, как его, крутой пацан, да? Пусть будет расстегнута. Цвет штанов белый. Не, штаны надо коричневые, чтобы не видно было, когда ты обосрался, да. Так, коричневый. Во, нормально. Окей, все, погнали. Бля, не знаю, я понять не имею, что за игра вообще. Только сам включил. Ёп. Шедевр пиксельной графики. Так, охрененно, бля. Как холодно, я так устал, мне нужно укрытие, но вокруг только валежник. Ну, валежник нужно собирать. Если он вокруг, да? Ой, ёп, тут на стрелочках он ходит еще, оказывается. Бля, да ладно, тут еще и без мышки играть, короче, на кнопках. Ёпта, на Z собираем, блядь, на стрелочке ходим. Да ты гонишь, крысы какие-то бегают. Бля, она не нападет на меня, да? А он что, не прыгает, что ли? Ага. Это инвентарь у нас на кнопке В. Отлично. Древесина. Я едва могу ее удержать. Понадобится больше запаса сил, чтобы двигаться. Но останавливаться нельзя. Нужно найти укрытие. Ну, я понял тебя. Типа все, он больше, короче, взять не может, да? Починить. Что это? Выглядит так, будто кто-то бросил строить укрытие на полпути. Будь у меня 8 бревен, я бы мог закончить работу. Так, тонкий намек, что у нас не хватает древесины, да? Так, отремонтируйте хижину, чтобы укрыться от шторма. 5 из 8 принять. Я оставил в хижине 5 древесины, чтобы закончить работу. Мне нужно еще 3. Какая сложная высшая математика. У меня голова уже начинает взрываться от этих подсчетов, бля. Как он это делает, просто шедеврально, бля. Получено достижение укрытия. Ёпта. Неплохо, интересно, кто это строил и почему бросил? Кажется, это было недавно. Ну все, готовься, тот, кто это строил, тебя найдет, и вы... Ой, это, ну как его? Твои коричневые штаны проверим, бля. Помогите, пожалуйста, спасите. Бля, только вот, короче, костер развел, согрелся, высох, да? Тут какой-то придурок начинает звать на помощь. Но вот, как всегда. Снаружи кто-то есть, можно ли ему доверять? Нет, нельзя, ты чё? Пожалуйста, помогите. Ну, я же сказал, что нет, ты чё? Игра сохранена. Отдохнуть в хижине. То есть у нас есть хижина, да? Так, и чё?
Ага, вот, собирать ягоды. Давай что-нибудь пособираем. Надо же жрать как-то, наверное. А крысу можно завалить? Животные какие-то, а что это? Чаек нельзя никак завалить, нет? Так, это нам не надо. Да, графика, конечно, прикольная. И это кто здесь валяется? А, это труп, это тот, короче, это тот чувак, которого мы не пустили. Он просто сдох. Серьезно? Бля. Каменный топор, блядь. Ну, вот, но мы правильно сделали же, что его не пустили? У него каменный топор, он хотел нас убить, блядь. Этот топор мне пригодится, с его помощью я смогу построить склад, где буду хранить свои ресурсы. То есть я, в принципе, все правильно сделал, да? Можно построить склад с помощью 8 древесин и 4 ягод. Что за склад, который строится из 4 ягод? Мне непонятно, блядь, что это, блядь. Ну ладно, блядь. Давай. Я кого-то убил, что ли? Ага, да, смотри. Я крыс убиваю, что ли, потихоньку? Охренеть. Критический удар. Так, ладно, я там это... Собрал, нет, необходимое количество, потому что сейчас долго так можем идти. Углубиться в лес. Новый уровень. Опа, очки навыков. Отлично. А, их тут, короче, можно еще и прокачивать его, да? Давай, короче, критический удар прокачаем. А, не хватает очков. Ясно. Так, а на что мне хватает? На атаку хватает? Непонятно, сколько нужно на что. Очки навыков 4 из 10. А, у меня 4 осталось. То есть это 6 я потратил, получается, да? Ну ладно. Не хватает, так не хватает. И будет критический удар, короче. Так. Типа нам надо построить склад, да? Промах. Ой. А как нам его построить-то? На Е. Е что это? Это снаряжение у нас. Каменный топор. Здоровье. Опыт. Уровень, очки навыков. Понятно. Так. А на В у нас инвентарь. Ну, у меня 3 древесины, то есть типа мне не хватает. Ну давай попробуем сейчас дособирать. Или нам можно дерево нарубить, нет? Промах. А, точно, смотри. Ёпта, как в Майнкрафте, бля. Древесина. Найден новый предмет яблоки. Офигенно, бля. Слушай. Ой, это же мясо. Повышен минимальный вес. Кстати, надо было прокачивать такую фигню, наверное, как грузоподъемность, если она там была, конечно. А, превышен максимальный вес, все. Так. Много места построить склад. Ага, я вот так, короче, выбираю место. И ставлю, да? Ура. То, что надо. Теперь я не буду так уставать из-за того, что ношу все с собой. Лучше бы уж Майн играл. Да не, но Майн-то никуда не денется. Надо же посмотреть, что тут новое-то сделали. И чё? Так, собираем это все. Это что за... Кто это, блядь? О, привет. Не знала, что кто-то еще уцелел. Кто ты, женщина, бля? Я была под землей. Оказывается, здесь столько интересного. Хер ли ты там делала, бля? Если тоже хочешь посмотреть, у меня есть лишняя кирка. А ничего другого лишнего у тебя нету? Чего же ты ждешь? Чтобы начать копать и искать руду, жми кнопку вниз. Серьезно? Так это же, блядь, как в Майнкрафте все. Опа. Прикольно. Оп, короче. Опа, уголь, ёп, ну... Кто сказал, что это не Майнкрафт вообще?
Это же, мать его, Майнкрафт. Блин, надо, короче, все в склад переносить. Так, очки навыков. Надо посмотреть, прокачаться. Где у нас там это? Прокачка наша. Очки навыков 18 и 24. Так, есть максимальный вес. Вот. Давай его по максимуму. Окей. Пока. И что ты ходишь за мной? Ты что, будешь так за мной ходить, что ли? Теперь ты можешь использовать горячие клавиши. Чтобы их назначить, нажми 1, 2, 3, 4 в инвентаре. Ясно. И что я могу на них поставить? Воткнуть непонятно. А, вот, типа у меня... Ни хрена не видно, короче, вот здесь. Подожди. Добыча. Нет. Не ясно, короче. А если я вот сейчас насквозь прорублю, вода польется, нет? А, все, максимальный вес превышен. Погнали сейчас. Оттарабаним все это на склад. Бля, в 21 веке, да, при таком развитии уровня технологий мы все равно играем в пиксельные какие-то игры. Точнее, я играю, да? Так, что нам? Ну-ка. Уголь. Древесина. Мясо. Яблоки, ягоды, наверное, оставим. Да. Войти на склад можно даже. Ну-ка. А, все, я понял. И чё? Какое у нас текущее задание? Ремонт хижины, построить склад. Постройте склад, чтобы хранить все свои предметы. Выполнено, все. И чё, у нас больше нет заданий? Типа его надо наполнить чем-то, да? Ладно. Так, погоди. Если я, допустим, хочу нарубить, мне нужно поменять это, да? Так, ты не ходи за мной. Чё ты ходишь, воруешь мою древесину и прочее? Дешевая пародия на террариум. Да подожди, может быть нет. А, может быть здесь есть своя фишка. Вот мы и вынесем в конце вердикт этой игре. Стоит в нее играть или нет? Превышен максимальный вес. Да что ж такое? Чего он так быстро-то у меня набирает? А у меня что-то это. Слушай. Какой плюс? Это выносливость, что ли? Я не пойму. Так, скидываем. Или это как-то можно есть? Блин, а как есть-то, а? Опа. Что это, блядь? Это кабан какой-то. Так, это кабан. Ходячий обед. Что-то она мне хотела сказать. А я что-то не расслышал. Говорит. Чем глубже ты забираешься, тем лучше будет руда. Да это понятно. Подожди, у меня что-то зеленый крестик мигает. Как мне его восстановить-то? То, что ты мне говоришь, это все хорошо. Как мне его сожрать? Так, закрепить предмет на Q. Где-то там его закрепить можно. Мясо у меня, вот как его съесть-то никак. А, вот, сколько съесть? Все понятно, короче. Вот так вот. Нажимаем. Допустим, вот он восстанавливает 20-ку. Так, мы можем съесть все. А, это максимум 9. И что у нас там? Полностью восстановилось, да? А чтобы восстановить здоровье, нам нужно что съесть? Так, блин, а какую я кнопку там нажимал? А, вот. Вот, чтобы восстановить здоровье, нужно съесть мясо. А у нас он одно здесь, да? Все. Сожрали. Вот, все, теперь я спокоен. Зачем она везде копает ямы? Я вот ее тоже хочу спросить, а может ее убить?
Если решил закопаться глубоко под землю, не забудь взять факелы, они светят. Да ладно, вот ты капитан, очевидность, блядь. Будучи экипированными, но рано или поздно тоже выгорают. Да, эта информация очень-очень ценная, бля. Я могу сделать факел, если надо. Сделай, ёпта. Могла бы уж давно сделать, а не ходить мне тут рассказывать какие-то очевидные вещи. Крафт, конечно, так себе, блин. Надо разбираться еще. Зачем ты лазишь по моему складу, блин? Ты, женщина, ёпта. Руда тяжелая, не забывай сбрасывать лишнее на склад между отками. Ладно, блин, она меня достанет, короче. Она по-любому надо сходить тогда. Накопать там что-то. Она же не отстанет от меня ни хрена. Так, нам надо поставить кирку. Я так и не разобрался, как менять. Ну-ка, один. Да, точно, блядь, этот сволочь ворует мои ресы. Я говорю, можно как-нибудь ее убить, нет? Я, короче, не пойму, как менять инвентарь в руке, блядь. Как бы вот эта хрень, этот топор получается, да. А кирку я поставить не могу, но он все равно вроде и копает. Так, что копаем? Что это делаем? Вес, да, пока. И скорость добычи нет, не хватает, да. Ну ладно, пока все тогда. Я не пойму, что ночь наступила, что ли? Да, это ночь, мать его, надо, короче, возвращаться. Отдохнуть в хижине. Вот зачем мне вот эта морда здесь в моей хижине? Там и так места мало. И когда я прибыла сюда, сразу же начала копать. Поэтому даже не заметила шторм. Блядь, вот это нормальный человек? Нет, она прибыла на какой-то остров, блядь, и сразу начала копать. Это вот вообще как? Это что? Копать она, блядь, начала. Ну, я рада, что встретила вас. Усталость землю есть. Ну, ясен пень, если ты копаешь, тебе кроме земли-то жрать нечего. Нет ничего лучше, чем отдохнуть в тепле после долгого дня в шахте. Как думаешь, есть ли другие ужасы? Да нахрен мне нужны, блядь, мне, если они даже есть. Честно говоря, я удивлена, что кто-то вообще пережил крушение. Но вот мы здесь, а значит, наверняка есть и другие. Ну, логика такая, конечно, себе. Ну так, игра сохранена. Как мне, блядь, поменять-то этой? Инвентарь, блядь, инструмент в руке. Мне лучше расскажи. Неведающая рука нет. А, неведущая. Блядь, неведающая. Ведущая рука. Добыча. Как мне поменять гребаную кирку? Ну-ка, быстро мне расскажи. Так, мать твою. 1, 2, 3, 4. Ну и что, допустим, я назначаю факел на 2. Так. И, допустим... Она у меня есть, подожди. А, вот, у меня факел на 2 появился. Я, если нажимаю 2, у меня появляется факел. Отлично. А топор тогда на чем? Понятно. Топор на букве С, мать твою. А, факел в одной руке, топор в другой. Че, докопаемся до обсидиана? Твою мать, кто ты, бля? Ёпта. Зачем я сюда залез?
Нахер, нахер. Они же меня сожрут, блядь. Кто это вообще? Зачем эта баба меня, блин, провоцировала на поход в эту шахту, бля? Бля, идиотина, мать твою. Где там это? Мне пожрать надо. Так, мне надо здоровье поправить. Идем на склад. Забираем со склада мясо. И надо его съесть. Ничего не поправилось у меня. Бля, херня какая-то. Подожди, я же забрал его, нет? Я взял, так. Теперь захожу в инвентарь. Сколько съесть? 2. Хватит мне? Хватит. Ладно, так, возвращаем это назад. Нахер оно мне здесь нужно? Привести его тоже скинем. Семя дерева какое-то у меня. Тоже нахер. Как его оставим? Ягоду оставим. Короче, какие-то монстры там ходят, блять. Надо с ними разобраться. Блять, кабан тут. Он не отстанет от меня. По-любому с ним драться придется. Стой, животное. О, критический удар. Молоко. С кабана молоко? Серьезно, блядь? Это гениально просто. Как копается, наверное, стоит построить плавильню, чтобы выплавлять из руды слитки. Блять, откуда ты такая вся грамотная, я не пойму. Ты чё, это, блядь, как его, специалист, блядь, что ли, по переработке, блядь, железной руды? То ты копаешь, блядь, то ты знаешь, что делать вообще, блядь, я не понимаю. Отлично, дай мне знать, когда найдешь достаточно угля. Ёпта, что и нам достаточно найти? Тебе недостаточно, что у нас 9 штук есть? Охренеть. Блядь, там монстры лазят. А достаточно это сколько, женщина, блядь? Уточни, пожалуйста. Вот он, бля, вот он, нахер. А он на поверхность вылазит, интересно, нет? Не, нам надо его попробовать завалить, но, блин, надо здоровье поправить сначала. Молоко. Выпьем ягоды. Так, все, я готов с ним сражаться. Иди сюда, тварь. Нет, мне эту кнопку не надо нажимать. Вот. Так, я готов. Все. Давай, где ты? Я не знаю, как поменять, блин, этот кирку в руке. Бля, опять кабан пришел. Так, я знаю зато, как съесть ягоды, блядь, как полечиться. Это я знаю. А вот как... блин, надо разбираться. Так. На Е у нас открывается снаряжение. Характеристика. Так, а на В здесь типа можно назначить горячую клавишу. Но вот у меня на двойке стоит факел, а на единице что? Как, блять, это сделать? Я не понимаю, ни хрена, блин. Ты, женщина, давай рассказывай мне, что там, блядь. Ой, кабан, подожди сейчас. Молоко. Молоко с какого-то кабана. Охренеть можно, блядь. Яйца, блядь, выпали какие-то, блядь. Дываем, короче. Хрень, блядь.
Ну давай, что ты мне хотел сказать? То, что надо. Мигом поставим плавильню. Охренеть. Разместить. Разместить плавильню. Так. Ага, вот она как выглядит, да? Я не знаю, давай, может быть, ее здесь где-нибудь кинем тогда. Так. Вот тут нормально будет. Металлургия. В плавильне можно превращать руду в слитки. Для выплавки нужно горючее. Но, к счастью, уголь здесь на каждом шагу. Ну, охренеть теперь. Как нам повезло. Уголь на каждом шагу. Так. Вес. 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 14 очков. Атака. Нет. Бля, да почему не хватает, я не пойму. Защиты не хватает. Максимальное здоровье. Ну, давай здоровье поправим. Все. Так, что ты мне еще хочешь сказать? В шахте легко позабыть о времени. Следи за тем, чтобы тебе хватило запаса сил на обратную дорогу. Ёпта. У меня же есть ягоды. Не сработает. Выбросить вместо этого? Нет, зачем мне выбрасывать? Я хочу поправить свое здоровье. На троечку давай назначим ягоды. Это возможно вообще? Нет? У меня здоровье полное. Мне... Блин. Да что ты, блин? Давай. Куда ты побежал, блин? Вот так. Какое-то у нас зеленое здоровье. Это, наверное, выносливость все-таки, да? А вот ягодами мы его не поправим. Надо взять что-нибудь сожрать, какую-нибудь херню. Вот красные ягоды помогают. Ой, зачем я их обратно слил? Мне нужно их съесть. Только выложить. Нет, не надо выкладывать. Нам нужно их съесть. В смысле минус 5? Это что такое? Или 5? Минус 5? Да погоди, да что вообще происходит, блядь? Со склада украденной... Опа! Я же говорил, этой женщине нельзя доверять, она ворует яблоки у меня со склада. Тварь. Кто-то ворует яблоки. Иди сюда. Теперь ты можешь использовать горячие клавиши, чтобы их назначить. Нажми 1, 2, 3, 4, 5. Ты мне уже говорила. С этим я как бы разобрался, но что-то как-то не работает. Как мне гребаную твою кирку использовать? Я так и не понял. Склада украденные яблоки. Блять. Да яблоки, блять, воруют. Да что происходит вообще? Не понимаю, блядь. Бля, с этой стороны его нифига не убить. Его надо именно спереди. Кто ты вообще, бля, чудовище? Тебе что, безразлично, кто за тобой гонится? Ну охренеть. Ни хрена себе он кусает. 12 нахуй. Ну вот это опасно, блин. Это что за дед? Лесоруб? Дед лесоруб, да? Как же я рад тебя видеть, парень. Парень, бля. А я-то старый уж думал, что один во всем мире остался. Ну охренеть. Я могу тебе помочь. Есть еще порох в пороховницах, ягоды в ягодицах. Хорошая еда нам всем не помешает. А я на сельском хозяйстве собаку съел. Какое удачное стечение обстоятельств. У нас собралась здесь команда профессионалов, блядь, по выживанию. Может, построим амбар и организуем ферму? Может быть, и построим. Требования 15 штук древесины. Ну, давай, попробуем.
плавить руду. Да, блин. Не сказать, что я в восторге от этой игры, конечно. Отлично, я построю амбар и посажу семена пшеницы. Ух ты, ёпта, какой он огромный. Так. И тут еще надо поле, да, посадить. Вот так вот. Давай вот так вот сделаем. Теперь у нас есть ферма. Заходь иногда, чтобы собирать урожай. Это поможет тебе восполнить запас сил. А пока урожай не поспел, возьми хлебушка. Спасибо тебе за хлебушек. Яблоки здесь на каждом шагу. Если раздобыть семян, можно будет и высадить хороший фруктовый сад. Офигенно. Так. Принять. Меня убивают, но мы не будем сдаваться на. Есть. Молоко с кабана. Просто гениально. Так, надо еще здоровье поправить. Эти красные ягоды здоровье наоборот отнимают, но они при этом прибавляют, я так понимаю, атаку +1 на 15 секунд. А, вот до чего. Они, короче, типа наркоманские. Так, нам надо здоровье, да, еще поправить. Все. Так, ну и что, погнали смотреть, что там он, блин. Что там, короче, тут посадил. Тут надо еще ухаживать за ними, да? Ясно. Сам разберешься, короче, мне некогда. Мне надо еще там с этими сражаться, блядь. Непонятными существами. Под землей, которые лазят, блядь. Ну и может быть угля еще собрать. Да охренеть, блядь. Да ты меня так съешь нахрен. Я тебе ни одного удара не нанес. Это вообще как называется? Вот у меня каким-то образом... А, нет, это все... Это не кирка или кирка, я вот не пойму. Вроде кирка. Ну вот они начали за мной охотиться интенсивно. Вот когда я начал киркой что-то добывать. Или мне кажется... Так, добавили горючее. Наверное, надо руду какую-то добавить, да? Или нет? Не хватает ингредиентов. Ясно. Ладно, короче, у нас, я так понимаю, ночь наступает. Надо... Она мне опять хочет сказать. Может, построим мастерскую, чтобы изготавливать из слитков инструменты? Я могу это сделать, но мне нужно 5 железных слитков и 5 древесины. Ой, блин, как вы меня задолбали-то, а? Я не успеваю ничего сделать из-за вас. Железная руда залегает довольно глубоко, поэтому возьми с собой факел. Я это уже слышал. Так, погнали спать, короче. О, еще одна рожа появилась у нас. Вы, молодежь, наверняка думаете, что настал конец света. Я то же самое думал во время Третьей мировой. И ничего, сижу тут с вами живой и здоровый. Ебать, блядь. Я так скажу, надо делать все, что в ваших силах. Да радоваться еде на столе и ладной компании. Ну охрененно. Без вас мне было гораздо лучше, бля. Так, что там? Надо, короче, поправить здоровье. Да кто там ворует со склада яблоки? Вы задолбали, блядь. Так, у меня хлебушек есть, у меня есть молоко. Яблоки я тоже заберу, я их тоже съем, чтобы их никто не воровал, блядь. Яблоки не сработают. Их ни хрена не съесть. Хлеб не сработает. А, я понял, это когда полная, короче, у нас шкала пишет такую вот хрень. Но мне надо здоровье полностью восстановить, потому что я с этими идиотами под землей не справлюсь.
почему я не могу вот эту вот чайку завалить? Ой, кабан. Так, у нас мясо, вот его можно горячую поставить, нет? А, да, вот, все, отлично. И надо еще на горячую поставить ягоды. Допустим, на тройку, все. И получается, на тройке у нас ягоды, на единице у нас мясо. И все. И так раз, резко восстанавливать все можно будет. Все. Так, с этим я разобрался. Короче, надо будет с собой взять пожрать и ягод, чтобы восстанавливать выносливость и здоровье, и все. И под землей без проблем можно будет выжить, я думаю. Молоко. Твою мать, тут еще и молоко есть. А вот как кирку я так и не понял, блин. Она что-то внизу торчит. Да как ее на горячую повесить, я так и не понял. Так, сейчас скинем это на складе. Фигню всякую. Так, нам нужно древесину слить, уголь, имя дерева. Так, факел нам пригодится. Хлеб можно будет съесть, это можно съесть. Это тоже можно съесть. Это мы сейчас сожрем все. Нахуй нам здоровье надо поправить. Так, что у нас здесь? Давай смотреть. Собрать все. Это что значит? Еще не готово. Приходите позже. Все понял. Понятно. Что, пойдем вниз сгоняем или еще места с собой возьмем? На запас, да? Где мясо? Мясо хочу. Отлично. Блин, тут как-то можно уклоняться, наверное. Блин, я так тупо принимаю все удары на себя. Надо все-таки изучить. Потому что вот уклонение вот есть. Как бы. Видимо, должна быть какая-то кнопка. Я сейчас гляну, короче. Так, управление. Смотрим, где уклонение у нас. Атака. Задание, снаряжение, чат. Нет, ни хрена нету, бля. Серьезно? Вот защита. Пробел. Все. Сейчас сделаем. Сейчас, блядь, научимся. Защита, пробел. Блядь, еще привыкнуть надо к этой системе, блин. Неудобно, блин, пробел. Надо переназначить, наверное, если есть такая возможность. Да ты, блин.
Обсидиан, нет? Смотри, на обсидиан похоже. Ой, ёпта, это чё? Бля, какой-то разбойник. Hello, охотник, все понятно. Ну, короче, полный комплект у нас здесь. Эй, видел, как я завалил того кабана? Нет, не видел. Да как тебе это удалось? Легко, главное сноровка. Да ты гений просто. Я тут местность зачищаю, если поможешь, научу тебя охотиться. Ну давай. Учись использовать элемент внезапности, атакуй врагов со спины, чтобы нанести критический удар. Бля, еще один гений очевидности, блядь. Вот держи верстак. Открой его в инвентаре, чтобы мастерить оружие. Гениально. Я предпочитаю луки, чтобы не надо было подходить к противнику близко. Но если ты хочешь сражаться в рукопашную, баклер поможет тебе блокировать атаки. Жми Е, чтобы экипировать оружие. Си, чтобы атаковать, и Space, чтобы прикрыться щитом. Попробуй сделать лук и убить парочку кабанов. Если понадобится совет, дай мне знать. Ёпрст, у меня уже голова взрывается от этой информации, бля. Нормально же все было, валили этих кабанов просто топором. Ну блин, зачем вот это вот? У меня голова начинает болеть. Можешь прокопать туннель, чтобы напасть сзади и застать кабанов врасплох. Да мы так с ними нормально справляемся, что с ними это? Прокопать туннель, чтобы застать кабанов врасплох. Вот это вот что такое? Это нифига не копается, а там какой-то чудик внизу. Это тоже не копается. Видимо, кирка неподходящая. Слушай, он автоматически меняет, смотри, короче. Когда он на поверхность выбирается, у него топор появляется в руке. А если мы спускаемся, получается кирка. Правильно? Ну охренеть. Железная руда, отлично. Кто это, блядь? Ни хрена не прокопать к нему. Какой-то маг-чародей, блядь. Так получилось, что в месте нашего крушения какой-то маг-чародей живет. А может быть, он это все и подстроил? Сволочь такая. Так, 3 мяса у нас есть, 12 ягод, короче. Нам надо восстановить здоровье и пойдем, наверное, все-таки руду пособираем. Нам же там надо это задание выполнить, да. Пшеница заколосилась. Отлично, теперь у нас есть семена яблок. Самое время высадить фруктовый сад. Давай, высадим. Семена можно садить на травяных блоках, главное, чтобы хватило места. Покажи мне, где посадить семена яблок. Ну давай здесь посади. Используй семена, чтобы менять посевы в амбаре. Если понадобятся новые семена, дай мне знать. Ну охренеть. Так. Теперь у нас получается древесина крафтится, да, потихоньку, яблоки крафтятся, пшеница есть, да, собрать все. Найден новый предмет, пшеница. А что я могу с ней сделать? Наверное, превратить в муку, да, типа. Нет, ее можно прям так жрать. Классно. Так, давай закинем, короче, ее нам все равно еще не хватает. И у нас уже ночь на дворе. Ладно. Пошли спать. Сейчас у нас третья рожа появится перед глазами. Нет, смотри, дед куда-то пропал. У тебя так хорошо получается. Ты был охотником до крушения? Да, конечно. Я никогда в жизни не убивал животных. Я ученый, работал в лаборатории молекул и все такое. Ух ты, как ты тогда всему научился? Чему только не научишься, чтобы выжить. В таких условиях человек меняется настолько, что прежний ты едва бы себя узнал. Да.
Все. 4 мяса, 5 ягод. Сейчас чуть ягод еще пособираем и пойдем вниз. Надо руду искать. Да ё-моё, блин, ну как так-то? Не зря я себе красные глаза поставил все-таки. Опять у меня максимальный вес превышен. Да что ж такое? А, вот туда, отлично. А, я ее взять не могу или могу? Все, валим. Надо выложить это дерьмо. Так. Скидываем уголь. Скидываем руду. Верстак, твою мать. А зачем мне здесь верстак? Вес 5. Древесина нафиг. Это можно оставить. Ягоды нафиг. А что мне с этим верстаком? Мне его можно как-то выставить? Нет? Ну-ка. Скрафтить, разместить, выбросить. Ага. Так, давай его разместим где-нибудь тогда. Я его разместил такой. И такой, что, подхожу, нажимаю Z, да, и могу что-то, наверное, скрафтить. Все. Ясно, короче. Наковальня, печь, сундук, ловушка, пила, лук, тяжелая кирка. Ну, все ясно. Короче, надо идти копать ресы и потихоньку все это дело крафтить. Так-то у нас уже нормальное хозяйство получается. Молоко. Ну охренеть. Блин, он правильно сказал. Он, короче, сзади критические удары наносит чаще, чем спереди. Это такая тактика для сыкунов. Так, не надо нам это выбрасывать. Все. Погнали, немного покопаем. Бля, темно. Так, как нам факел-то врубить? На двоечку. Вот. Отлично. А вот и руда у нас. Теперь сломается кирка. Блин, надо срочно делать новую. Ну, короче, ничего нового в механике этой игры я не вижу, на самом деле. Так, 32 опыта у нас, да? На что его потратить? Давай на максимальный запас сил. Но музычка ничего, так нормальная.
Так, наверное, сейчас сразу закинем в плавильню нашу руду. Пусть плавится. Надо будет еще одну кирку сделать. Так, ничего себе она так быстро делает. Железный слиток. Зачем мне его не надо крафтить? Мне надо вот этот забрать. Так. И теперь нам нужно дойти до верстака. Крафтить кирку. Так. Ты красавчик, я красавчик. Короче, я понял механику. Надо, короче, забегать ему за спину и долбить. И тогда вероятность критического удара выше. Так, что еще успеем мы немного покопать? Опять вес превышен максимальный. Так, а что у нас на складе? У нас там есть... А, да, он, смотри, железная руда есть. Давай мы ее заберем, наверное, и... Хотя уголь нам, наверное, не понадобится. И... Закинем все это в плавилочку. Пусть плавится, да? В принципе, ничего страшного, если у нас здесь все это останется, пусть будет. Я так думаю, что нормально же, да? Уголь скинуть и все. И надо, короче, на склад уже поскидывать всю эту хрень. Тут что-то места не хватает, нифига в инвентаре. Так, это можно сожрать. Вот это скинем. Это оставим. Блин, да у меня тут и нет ничего, по сути, так. Так, а теперь я могу кирку запилить, допустим, на 4. Ну-ка. Нет. Так, давай еще ягодок пособираем и пойдем еще покопаем что-нибудь. До обсидиана, да? Железная кирка-то как, смотри, выглядит-то классно, а? Вообще прям. Ну прям как в Майнкрафте. Это что такое? Кварц, ё-моё. А вот в Майнкрафте кварц в аду был.
А здесь не смотри. А что будет интересно, если у меня закончится выносливость? Я сдохну? Музончик такой напряженный пошел, да? Так, давай сразу скинем, что у нас там уголь. Железная руда, кварц. Все. Остальное можно оставить. Так, все, они, короче, свои рожи мне не стали показывать, да? Это хорошо. И погнали дальше копать. Опа! Сокровище, я люблю ржавый топор. Зачем мне ржавый топор? Кто-то хранил в сундуке ржавый топор. Я думал, это сокровища какие-то, а это просто какой-то хлам. Это что такое? А что это, камень типа? А что не берется? А, золотишко. Интересно, здесь какой-нибудь толк от золота есть? Блин, все, валить надо, я не успею. Блин, а что мне в инвентаре еще пожрать, нет? Ай-яй-яй. У меня только для восстановления здоровья. Блин. Сейчас не дойду и что? Я сдохну, наверное, да? Интересно. А, я теряю здоровье, так как запас сил на исходе. Так мы можем его поправить. Пока еще можем. Короче, надо с запасом брать нормально с собой. Блин. Засада, засада. Так, а может что-то скинуть? Выбросить, чтобы веса было поменьше. Блин. Уголь. 71 еще, ну и кварц нахрен. Потом заберем здесь. Все равно тратить, но не так сильно уже. Не так сильно. Бля, ну я сдохну. Твою мать. Есть! Поздравляю с первой смертью. И что, все, конец? Да ладно. В смысле? Погоди. Да не может быть. Фух, я думал совсем конец. Так, короче. Суть такова, что надо побольше с собой всего взять. Чтобы можно было восстановить здоровье. Потому что там расходуется все только на раз. Сейчас мясо наберем, ягод наберем, и можно будет идти. Хотя что, можно не ягод, но там же у нас есть еще пшеница, все такое. Блин, если мы всего этого наберем, у нас в инвентаре места не останется. Каменную кирку выкинуть нахрен.
Давай посмотрим, что у нас. Ни хрена нету. Или есть? Нет, ну пока ничего. Че, ничего не выпало, что ли? Что-то как-то маловато. Чувака хотел завалить с страха. Если хочешь разместить больше, сади больше семян. Управлять посевами, убирать наружные, ненужные можно в амбаре. Я тебя понял. Семена пшеницы. Сколько скрафтить? Давай скрафтим 4. Окей. Что, типа, можно еще посадить или что? Я не понял. Ладно, потом разберем. Сейчас надо накопать, надо всякого этого, как его, железа. Закинем в плавилочку, пусть плавится. Собирать ягодок для того, чтобы пойти в шахту. Эй, дядя, ты в кого стреляешь? Ты чё, офигел? Где кабаны? Где кабаны? Мне надо мясо. Блин, тут еще и фермерство такое прям. Что-то удобрять надо там. Семена что-то заменять. Непонятно, короче, надо разбираться. Ну и чё, я вот ходил, собирал эти ягоды, блин, 17 штук собрал, сожрал, чтобы восстановить свою выносливость, у меня 5 осталось. Это я так долго буду ходить, чтобы какой-то запас сделать. Давай пшена, что ли, возьмем тогда. Я не понимаю, короче, как это работает, блин, на самом деле. Вот пшеницу можно взять. Пшеница, ягоды, мясо. Да, руду можно скинуть. Семена тоже можно скинуть. Нафиг не нужны. Эй, дядя, подожди. Так, ну чё, десяточка у нас есть, мясо есть. Можно, короче, спускаться. Что-то у нас столько угля валяется просто.
Бля, чего ко мне пристали? Отстаньте от меня. Если твои удары постоянно блокируют, значит противник слишком силен. Найди оружие получше или используй удар посильнее. Попробуй назначить горячую клавишу для стрел. Тогда ты сможешь стрелять, даже если лук не экипирован. Главное, чтобы он был в инвентаре. Да с этим луком, блин, надо еще разбираться, короче. Хотя тема, конечно, прикольная. Текстура-то на золоте такая же, как и в Майнкрафте, ё-моё. Но это вообще зашквар просто. Ребята, вы чё? Или это не золото? Погоди. Ну-ка. Что это? А, оно даже не рубится. Видимо, это даже не золото. Или у меня кирка сломалась? Ну-ка. Нет, кирка нормально, все. Сил не хватает, что ли? Ни хрена не рубится, прикинь. А что это может быть? Блин, а почему я вот эту не могу разрубить? Погоди. Ну-ка. Нифига. Я, по-моему, в прошлый раз у меня получилось, нет? Сейчас что-то нифига не может. А, что-то сломалось, короче, пишет. Вот, сломался. Факел, что ли? Так, скорость добычи. Так, выносливость, ну-ка, а, у меня еще ягоды есть. Давай, у меня там еще пшеница. Все, я думаю, успеем сейчас. Давай, давай, давай. Вот еще ягода. Так, скидываем. Руда, нафиг. Уголь, нафиг. Золото. Кварц. Все, и спать. Опять я их рожь не увидел, это хорошо. Так, ну чё? Я предлагаю все-таки скрафтить лук, наверное.
разобраться с этой темой. Попытаться пострелять. А то что-то копать-то копать. Это все, конечно, нужно. Но не всегда интересно. Сейчас посмотрим, что нам надо для лука. Так. Стрела. Одно бревно, 2 стрелы. Понятно. Лук. 4 бревна и один слиток. Херня. Мы сейчас найдем. Сейчас там слитков должно быть. Так, а бревна-то у меня есть с собой? Бревна нету, тоже на склад сейчас заглянем. Так, бревна. Древесина. Сколько нам надо взять? Ну, пусть давай возьмем. Так, лук есть. Пила. Итого у нас 8 стрел, да, их на горячую клавишу тоже, на 5, допустим, закинем. И он сказал, типа, что можно стрелять даже если просто лук в инвентаре. А, во, оба, да, действительно, работает прямо. На 5, блин. Так, тут что-то она, короче говоря, сказать не хочет. Отлично, самое время построить мастерскую. Почему ты так решила? Мне просто интересно. Почему ты решила, что самое время-то, блин? В мастерской можно мгновенно создавать инструменты или предметы, если есть нужные материалы. Ясно? Яблоки. Так. Я хочу проверить, сколько они восстанавливают у нас. 40. Ну это неплохо. Это даже достаточно много. Так. Ну и все как бы. Так, у нас получается что? На 5 у нас стрелы, да? Мы можем в принципе пойти попробовать пострелять. Что он мне хочет сказать? Мы мигом очистим эту местность от опасных созданий. Даю тебе свой старый рюкзак в награду за хорошую работу. Он не раз пригодится тебе в походе. Ясно? И типа что, я теперь смогу больше переносить? Ну да, на 50 килограмм. Нифига себе. Вот это подгон босяцкий, слушай. Так, а птичку я смогу убить? Ай, смотри, как она увернулась. Ты видел, нет? Да ладно. Это не птица, это какой-то ниндзя, блядь. А, стрелы можно подбирать, шикарно. То есть, в принципе, у меня получается, я могу орудовать и топором, и стрелами одновременно. Просто на разные кнопочки надо нажимать. Так, ясно, понятно. Я хочу на кабанах все-таки испытать, сколько там чего надо будет. О, неплохо. Ой-ой-ой-ой, так, кабан, ну-ка. С одного? Да ладно. Это ж клондай какой-то прям. С одной стрелы. Это халява вообще. Так, нам ничего не надо переплавить. Добавить горючее. Да, давай добавим. Стрела, вот. Надо забрать обязательно.
дефицит вообще. Может попробовать пойти завалить этих, которые под землей там лазают, да? Стальная. А, тут еще и сталь есть. Стальной меч, стальной топор, стальной молот, стальная броня, изогнутый лук, копьевидный щит, стальной верстак, вагонетка, рельсы. Да ладно, это же метро можно построить. Лом, фонарь, блин, забор. Нифига себе, что в мастерской можно сделать. Подожди, а из чего стали делать? Допустим, стрела. Стальной слиток. А стальной слиток из чего? Ну-ка, погнали в плавильню, заглянем. Так, вот стальной слиток. 1 железный слиток и 2 угля. Ну, это можно было, об этом можно было догадаться. Понятно. Я могу пополнить свою выносливость, просто отдохнув в хижине. Да, еще игра сохраняется. Классно. Все. Неплохо. А вот этого я могу вот эту птичку завалить, нет? Нет. Птичка, она вообще какая-то просто так для интерьера здесь находит. Так, забираем. Смотрим, что в инвентаре. Лишнее есть что-нибудь? Железный слиток, древесина. В принципе, я уже могу немножко побольше переносить, поэтому, думаю, можно смело отправляться что-нибудь покопать еще. Еще ягод заберем. И чё, блин, иди сюда, я тебя сейчас из лука замочу. Где ты, чудовище? Куда ты, блин, убежала? Да как он так не может так быстро-то убежать, не могу. Зараза, а? Так, вот, ну-ка, сейчас надо на выгодную позицию выйти. Опа, ну-ка, на, еще, лови. Что, получил? На, опа. Ах ты, сволочь, критический удар мне нанес. Ну-ка. Блять, стрел нету, все, стрелы закончились. Она блокирует. Ну, короче, с ней, я так понимаю, нужно либо, наверное, стальными какими-то, стальным оружием, либо стрелами, короче. А обычный топор что ни хрена его не берет. Это блокирование проходит, блин. Все, стрелы закончились. Я стрелы потерял. И, судя по всему, эти стрелы, когда в них стреляешь, они исчезают. Ладно, придется по старинке вас завалить. У меня все красным мигает, не пойму. Вроде здоровье нормальное. Так, все, короче, погнали. Надо спать.
Ой, я хижину прошел. Так, что у нас там? 7 мяса, 9 ягод. Надо стрел сделать. Вор пойман с поличным. Кто же это, мне интересно? Нам и так тяжко приходится, только воров не хватало. Так. Да я одолжила пару вещичек, но послушайте, взамен могу кое-что предложить. У меня есть связи с торговцами на других островах. С торговцами есть и другие выжившие. Ага, но чтобы убедить их приехать сюда, мне потребуется 5 золотых слитков. Мы поймали тебя на краже, а ты еще требуешь платы? Кража, а это сделка. Я предлагаю добавить ваш остров к торговому пути за 5 золотых слитков. Ну давай. Ладно, если мы наладим торговлю с другими выжившими, сможем выбраться с этого острова. 5 золотых слитков. Так, а у нас что там на складе вообще? У нас одна всего. Золотая руда. Ладно, накопаем. Так, ага, для слитка нужно 2 таких. Так, я думаю, надо нам потихоньку делать стальные инструменты все-таки. Потому что мне кажется, что железной кирки уже будет не хватать. Так, 4 стальных слитка хватит нам, интересно, для стальной кирки? Сейчас посмотрим. Так, стальная, мать его, кирка. Где ты? Это я не вижу здесь стальной кирки. А, вот же она, первая самая. 3 штуки хватит. Так, сколько скрафтить? Нам одну. Нам одной хватит. Сейчас мы ее поставим на 4. Так. Все. Надо попробовать, как и копается вообще. Бля, да ладно, у меня что, факел закончился? Серьезно? Ё-моё. Ну и как я отсюда выберусь? Это видно там, но очень плохо. Так, а где у нас факелы и верстаки делаются? Я что-то не помню. Верстак, где у нас верстак? Вот у меня такое подозрение, что мы вместо верстака мастерскую поставили. Что-то. Так, нам нужен факел. Где? Вот. Сделай, пожалуйста, мне... Ну, давай 4. Есть. Так, сейчас мы его поставим. А, он у нас уже стоит. Всё.
Ну и что, ни хрена не рубится. У меня же стальная кирка стоит, правильно? А, нет, вот она стальная, то железная была, блин, да ладно. Стальная вообще на раз просто идет. Так, скорость добычи. И видимость давай еще. Что-то ни хрена не видно вокруг. Блять, монстр, какой-то монстр на меня напал. Так, нам надо, я так понимаю, 10 золотой руды, чтобы скрафтить 5 слитков золотых. А у нас сколько надо сейчас глянуть? Так, а у нас получается только 3, да? То есть еще 4 надо. Непонятно, вот я вроде закидываю для плавки железных слиток, а сколько чего, вот не видно нифига, информации этой нету. Вот сколько я могу скрафтить, допустим, стальных слитков, если у меня... И сколько у меня на борту железных? 1, да? Здесь еще 6. Я вот их забираю, мне получается 7. Вот я не вижу, что у меня их 7. И я не могу понять, сколько я могу скрафтить остальных. Еще, короче, 4 золотых надо руды найти, чтобы сделать 5 слитков. Так, ну чё, блин, маловато у меня ягод, чтобы с таким запасом идти под землю, опасно очень. У меня есть на руках. У меня яблоки, кстати, есть. Так что я могу их использовать. Это можно скинуть. Каменная кирка тоже нахрен мне не нужна. Так, ну чё, рискнем? Яблоки поставить пока вместо ягод. Хотя у меня их всего 2, это мало, блин. Сейчас на склад тогда заглянем, может быть там что-то есть. Это понятно. Потом разберемся с твоей фермой, блин. Куда они все деваются, я не понимаю, блин.
что-то вроде растет. А где оно? А, вот они, смотри, 37 штук. Отлично, давай все заберем. 39. Так это я вообще все. Это халява. Это я сейчас под землю могу вообще нормально уйти. Так, нам нужно еще 2 руды золотых найти. Все, отлично. Сейчас мы этому вымогателю отдадим 5 золотых слитков. Не дай бог, эта тварь не выполнит свой договор. Я его зарыжу. Все, только сейчас поспим, а то тяжко слишком. Там цыганка какая-то, блин. Расскажешь, что ты знаешь о других выживших? Большинство людей разбросало по разным островам. Где-то народу больше, где-то меньше, а на некоторых островах даже кое-какие технологии в ходу. Я даже слышал, что на каком-то из островов есть почти неповрежденный корабль. Летать может? Не знаю, это ведь только слухи, но даже если может, то это верная смерть. Лучше оставаться на этой планете, пока мы здесь. Им до нас вроде бы дела нет. Так это что, еще и другая планета? Серьезно? Бля, как же мне надо было догадаться об этом? Да, игра, конечно, такая себе. Сюжетные дыры прям... Так, где эта тварь? Забирай опять у нас золото. Отлично, чувствую, впереди нас ждет много выгодных сделок. Это что такое? Возьми кошель, пригодится, чтобы складывать монеты для купли-продажи. Еще советую купить мега-рюкзак как можно скорее. Жить сразу станет легче. Да? Короче, тут можно что-то продавать и покупать. Ясно. Это магазин. Это, мать его, магазин. Ясно. Можно продавать. Здесь у нас стальные всякие эти плюхи. Здесь что? А здесь еда. Ё-моё, гамбургер, оладьи. Короче, теперь нам действительно станет легче. Это же клондайк, мать его. Так, сейчас поскидываем, а то что-то мне ходить уже тяжко.
Что она там сказала? Мега-рюкзак купить, а я его что-то не видел. Надо сейчас посмотреть, есть он там вообще, нет. Так, здесь еда, насколько я понял, да? Здесь, вот, мега-рюкзак. 250 монет он стоит. Серьезно? Да ты охренела? Это мне копить их сколько? Всю свою жизнь? одну древесину за 4 монеты? 39 угля за 7? Да это я буду всю свою жизнь собирать эти 250 монет. Да. Вон, молоко зато по 8. Яйца по 7. Семя дерева по 35, да ладно. Давай продадим нахуй. 70 уже. Во. Неплохо. Смотри-ка. Ну-ка, семена пшеницы. Тоже по 70. Да нахрен они мне нужны? Все. Во, красавчик я, смотри. Я теперь смогу купить себе рюкзачок. Класс. Вау, шикарно. Я теперь вообще красавчик. Так, его надо как-то одеть, наверное, да? Или нет? А то что-то как-то это... Вес-то не изменился, 120 как было, так и есть. А где, как мне его одеть? А, вот, все, надел. 170. 170 килограмм я теперь могу переносить. Ну, не то чтобы прям много. Что-то еще есть интересного. Так, вот я могу себе бронь купить, но она 165 стоит. Что-то дороговато. Проще, наверное, скрафтить. Так, что там не хочешь сказать? Что нужно каждому шахтеру, так это вагонетка и рельсы. Руда тяжелая, и если мы сможем быстро и легко доставлять ее на склад, это будет очень удобно. Так, новое задание. Шахтер хочет сделать вагонетку, чтобы облегчить процесс добычи. Требование: вагонетка 1 штука, рельсы 12. Ну, давай попробуем. Посмотрим, что там нам надо для нее. Так. На рельсы нам нужен железная руда и древесина. Да? На вагонетку нам нужно 5 железных слитков. Это у нас где-то было, надо посмотреть. Или я их все переплавил? Черт. Не вовремя я это сделал. Давай я могу сделать. Ну, короче, надо идти копать. Так, погнали покопаем. Что делать? Железной руды надо насобирать. Ух ты, ёпта. 8 не снял, как вообще, как с куста. Нахер пошел. Еще один, блядь, копался, ёпта, блядь. Это похоже на этих, блин, на чешуйниц, короче, из Майнкрафта. Тоже в камнях они там сидели, блин. Так, у меня
заканчивается выносливость. Мега чешуйницы, короче, какие-то здесь. Опять же ржавый топор. Зачем мне ржавый топор, блин? Так, закидываем все в половинку. Все, я понял, как определить максимальное количество возможных слитков. Допустим, все, вот мы кликаем сюда, и у нас максималочка высвечивается. То есть вот на данный момент 13 можно сделать. И все. То же самое с остальными. Нажимаешь такой раз, а он тебе говорит, не хватает. И все, все понятно. Так, а для чего мы хотели сделать железные? Что-то я забыл. Из башки вылетело. А, все, вагонетку же нам надо было и рельсы сделать. Все, точно. Забираем. Погнали делать вагонеточку. Так, а на рельсы нам нужна чистая руда. Блин. Сколько нам... нужно 12 рельс, то есть получается 3 руды, 3 дерева. Но дерево это фигня. А вот руды придется насобирать. Здесь-то у нас ее нету, да? Так, что будем качать? Повышает базовую вместимость. Вот это, кстати, надо. Критический удар, нормально. Ой, это что такое? Это похоже на что-то лавовое. Ой, бля. И что это? Это... Тут не написано. Это что за хрень? Какая-то железная дверь. Че, пойдем? Пошли посмотрим, что там. Блин, я какую-то дверь нашел. Странное место, я будто оказался в другом измерении. Мне кажется, обстановка будет меняться всякий раз, когда я выхожу. В смысле? Блять, что это? Ёб твою мать, кто это? Бля, зачем? Нахер ты мне тут сдался, блядь? Что за желтое чудовище? Ё, 16 как с куста просто снял. Охренеть.
Еще блокирует мои удары, бля. Не, нахер. Валить надо. Блять, он меня убьет сейчас. Что у нас там, интересно, руды-то нормально собирал, нет? Да ладно. Он, короче, куда-то переместился явно не в свой, короче, вообще биом в принципе. Я наверх выйти не могу. Там наверху какая-то хрень вообще непонятная. Бля, я думал, он мне просто в другое место переместил. Оказывается, ни хрена. Это какая-то вообще другая другой биом, или как это, блин, назвать-то? Блядь. Нахер пошел, не хочу я здесь вообще тусоваться. У меня еды нету. Так. Надо потихоньку заканчивать. Так, вот что-то какая-то руда интересная. Это что? А, ну это железная, просто она немножко по-другому выглядит. Так, сейчас посмотрим, есть ли что-нибудь из еды нормальной. Так. Ничего нет, да? Ну ладно. Все, выбираемся. Мне нравится, что кирки очень надолго хватает. Это очень классно. Так, у нас с здоровьем беда. Это раз. Во-вторых, давай попробуем. Забираем все мясо, которое есть. Похаваем. И пойдем попробуем скрафтить рельсы. Хватит ли нам того, что у нас есть? Непонятно. Так. Одну я могу максимум сделать. Это потому, что у меня, наверное, нету древесины, да? Руды-то у нас достаточно. 16. Короче, древесина. Сейчас на складе заберем. Не проблема. Сколько? 341 килограмм у меня. Да вы серьезно? Рельсины, а нам надо 5, да, насколько я помню, или нет? А, 12. Нам 12. То есть, грубо говоря, еще 8. Все. Где шахтер? Забирай свои рельсы, они меня задолбали. Иди забирай. Принес вагонетку рельсы, отлично, самое время их установить. Давай ты их будешь ставить. Вагонетки рельсы установлены, путей пока мало, но ты можешь их расширить. А чтобы снять и переместить рельсы, используй лом. Ясно. А я что, могу на ней кататься, да, теперь? Опа. А чем это лучше того, что у меня было до этого? Я мог просто ходить. Это не увеличивает мою скорость, например. Вообще ни разу. Так, ягоды на 3 вместо яблок. Так. Лом, короче, надо еще сделать, да? Давай попробуем. Где он? Лом. Вот. И мы его воткнем, получается, на 6, да? Если что.
Так, и чё? А, блин, вот я, короче, убрал. А как мне ее поставить назад? Ё-моё. Засада. А, все, я понял. Сюда можно, короче, мы, допустим, проложили рельсы, и сюда можно, вместо того, чтобы подниматься, разгружаться самому, можно сюда все сливать. И она, я так понимаю, отвезет все сама или как? Ага. Я не понял, как рельсину поставить на место. Вот это вопрос. Есть она, вот у меня 25 штук в инвентаре. Видимо, нужно назначить на горячую, да? 7, допустим. И взять это в руки. А, вот она что. Да отстаньте вы от меня, блин. Вот, все, я понял. Я понял, как прокладывать рельсы. Так. Нельзя разместить объект поверх чего-то там. Но. Все. Закончились. И я такой могу ехать, да? Что-то у меня такие ощущения, что внизу расстояние больше, чем наверху, если поверху идти. Гораздо причем. Все, воткнулись. Интересно. В майнкрафтовском стиле. Так, я сейчас опять профукаю свою выносливость, блин. Оба-на! Твои первые алмазы, да, называется? Я нашел алмазы. Блин, а где... Я опять потерялся.
Железная броня и железный меч. Этого мне только не хватало сейчас. О, слава богу, я вылез на поверхность. Фух, я уже думал, хана мне. Надо быстренько, короче, отдохнуть. Похавать. Так, что у нас там по весу? 101. Не надо забрать, наверное, этот. Там бронька была. Нужно что-то делать с дикими животными. Что ты предлагаешь? Сделаешь 6 забора на верстаке. Так мы сможем огородить периметр. Да ты гений, блин. Так, 6 забора. Окей. Сейчас посмотрим, что там надо для забора. Так, забор. Всего лишь древесина, да? 2 древесины на один забор. То есть 12 древесины. Да это фигня, это мы сейчас сделаем. Заодно поскидываю то, что нам не нужно. 12 древесины. А где она у нас? Ее вообще у нас нет. Понятно. Надо рубить. Что-то меня накрывает. Так, что у нас там с древесиной? 9. Ладно. Так, сколько нам там 4 забора надо сделать? Или что, я не помню. Отлично, кабанам не прорваться сквозь забор, поэтому мы сможем защитить наше поселение. Ну давай. Я поставлю одну секцию забора здесь, огради остальную часть базы, чтобы обеспечить безопасность. Так, вес. Критический удар. Так. Назначим-ка его на 8.
Ну и чё, я вот поставил дальше. Короче, хочу сделать все-таки броньку, сделать нормальный меч, пойти вот этих вот чудиков, которые внизу, валить. Они меня бесят. Так, сначала броня. Теперь стальной меч. А стрелы я бы еще сделал. Только я что-то не вижу. Вот печь еще. А, печь это у нас плавильня наша, что ли? Да, похоже. Стрела. Обычная стрела. Еще, по-моему, я стальную видел. Нет, это кирка. Значит, получается, нет у нас стальных стрел. Стрелы обычные, да? Так, стрелы тоже нам пригодятся. Ну и все, наверное, нормально. Стальной молот. Атака 2, отброс 10. А у стального меча атака 3, отброс 5. У него атака повыше. Так, ну и чё, как это одеть? А, вот, экипировать, да? Экипировать. Так, ну все, я теперь в броне и с мечом, мать его. Кто на меня? Ты на меня? Ого, хороший такой. Нифига себе, вот эта тема. Так, все, сейчас пойдем всех завалим. Единственное, что я хотел, это яблоки еще взять. Если они у нас есть, конечно. Яблоки есть 7 штучек. Ягоды я пока не буду использовать, и мясо заберем. Молоко есть, древесину можно скинуть. Стальной слиток можно скинуть. Семя дерева тоже. Каменный топор. Зачем мне каменный? А, все, у нас же сейчас стальной меч, все. Так. И на троечку поставим яблоки. Все, я готов. Опа, это драконы, оказывается. Они дают... А, это личинки дракона. Драконью кровь дают. Нифига себе. Слушай, нормально. Неплохо. Так, с кем еще разобраться? Вот с этим давай попробуем разобраться. Пишуйница, мать его. Железную руду он дает. А, это голем. Это голем. Просто голем.
И у того желтого надо еще наказать. Алмазик. А из алмазов, интересно, можно что-то делать? Неплохо, уже с третьего алмазики падают. Так всегда будет. Так, у нас всего 3 яблока осталось. И на этом все. Поэтому надо возвращаться. Ну блин, у нас уже довольно все покруче, чем здесь, поэтому я это брать не буду. С одного удара. Круто. Так, что я хотел? Мне нужно поправить здоровье, во-первых, да? Во-вторых, позакидывать все на переплавочку. Скидывать лишнее на склад. Например, алмазы, уголь. Это нам все пригодится. Драконья кровь. Сколько она, интересно, стоит? Надо посмотреть. Может, ее продать можно? Здесь ничего нету. Здесь тоже. Этот что-то алмазы хочет. Смотри, алмазы по 5, да? По 300? В смысле? Подожди, нет. По 210 за штуку. Нифига себе, это что, я смогу озолотиться? 210 за штуку. Драконью кровь они не покупают. Клондайк. На рынке можно продавать товары и получать за это монеты, которые используются для оплаты других товаров. На рынке иногда бывают новые поступления, если не можешь найти то, что тебе нужно, или у них закончилось место в инвентаре, загляни позже. Ясно. Какая ты прям бабушка очевидность, блин. Так, короче, нам нужно взять яблок, если есть. Так, это управление, это собрать. Так. Откуда у нас здесь на складе мясо появляется? Это наш охотник, что ли, на это рубит нам? Так, давай поговорим. Знаешь, чего нам на ферме не хватает? Скотины. Точно, я только об этом подумал. Может, возьмешь сеть и поймаешь парочку кабанов? Я добавлю загон, а тебя мне нужны 2 свиньи и 8 древесины. Давай.
Идем посмотрим, что там носить-то надо. Так, сеть, ищем сеть. А у нас нету здесь сети. Так. Тогда, может быть, сделаем стальной верстак. Может быть, там есть что-то продвинутое. Но для этого нужен обычный верстак. Где мне взять обычный верстак? Который у меня был, куда-то исчез. А, вот. Делаем обычный верстак. Делаем стальной верстак. Так. И ставим этот верстак где-нибудь здесь. Разместить. Так. Теперь зайдем в него и посмотрим. Здесь то же самое все, да? Зря я его сделал. Ясно. Так, ладно. 100 монет у меня есть. Сейчас мы тогда купим эту сеть. Где-то я ее видел. Где-то я видел здесь сеть. Скоро новые поступления, ясно. Вот. Сеть стоит 40. А, нормально. Не хватит одной, интересно, или нет? Так, я так понимаю, нам нужно ее как-то, наверное, в руки взять, да? Давай мы ее поставим на 8. А, подожди, она просто размещается стационарно. Ясно. Сейчас мы ее тогда разместим где-нибудь. Где кабаны у нас бегают. Вот здесь, например. Так, есть, попался. Одна свинья готова. А, блин, одна свинья, одна сеть, одна свинья. Придется, значит, еще одну покупать. Жаль. Так, и что он там еще просил? Дерево, что ли? Сейчас на складе посмотрим. А можешь прокопать туннель, чтобы напасть сзади и заставить... А, это понятно. Это охотник. Но разве это не самые жирные сочные свиньи, что ты видел? Еще и не одна. Так, надо разместить это все, да? Если захочешь построить больше загонов, используй чертеж загонов. Отлично. Чертеж загонов. Чертеж загона, чертеж склада. Так. 8. А, все, понятно. Я еще хотел топор сделать. У меня же каменный топор, я его перекинул. Я теперь дерево рубить не могу.
хочешь посмотреть мир? Может, построим пристань? Да ладно. Я могу ее построить, но мне понадобится 500 монет, 20 древесины, 5 туалетной бумаги, ткань, прошу прощения, да? И 5 сетей. Ну ни хрена себе ты зарядила, блин. Я тебе возьму 5 туалетной бумаги на острове. Так, ну что, погнали. Монеты, в принципе, я заработаю. У нас там есть немножко алмазиков. Мы сейчас продадим просто. Там хватит. Вот. Кварц можно, в принципе, тоже продать. Не знаю, пока нам без надобности. Так, что там еще? 2 сети надо, да? 5 сетей. Это 200 баксов. Дерево там, по-моему, да? — 20 древесины и 5 ткани. А где я ткань-то возьму? Тоже купить надо. Ну-ка, сейчас глянем. Так, здесь у нас понятно. Вот ткань. Прекрасно, пора строить пристань. Погоди, а что, я не могу ее в другом месте построить? Если построить лодку на верфи, можно будет путешествовать по морю. Нифига себе. Вот это да. Пойти на верфь. Так, лодка. 9 древесины, 9. Железные или стальные? Стальных. 9 ткани и 9 сетей. Неплохо. Ткань. 4 хлопка. Сеть. 2 ткани. Удочка. Короче, понятно. Где-то хлопок еще, оказывается, можно найти. Я видел волчонка неподалеку от поселения. Кажется, ему одиноко. Где его стая? Наверное, отбился. Мы можем приручить его с помощью 3 сетей, 3 ловушек и 6 мяса. Так, ловушка, 3 ловушки, 3 сети. Ловушки где-то я здесь видел, можно делать. Вот. Железная руда. Нам надо 3, да? Так, чистой железной руды у нас нет. Ну, пойдем покопаем. Только нам нужно здоровье поправить.
Так, делаем ловушки. Сколько их там надо было? Что-то я забыл опять. Так, 3 ловушки, 3 сети. Надо запомнить. 3 ловушки, 3 сети. Так, а сеть я пока не могу, видимо, делать. Точнее, могу, но там нужен хлопок. Я не знаю, где его брать. Или не хлопок, а ткань. Ну, и, соответственно, хлопок. Так, мы их, наверное, купим тогда. Сети где у нас были? Вот здесь. Так, где у нас охотник-то, ё-моё? А вот ты где, бля, стоишь, ё. Посмотрим, что можно сделать с этим волчонком. Ну, давай посмотрим. Хорошо. Похоже, он тебе полностью доверяет. Теперь у тебя есть верный друг. Ручной волк. Ты можешь отдать приказ с помощью слота слуги в окне снаряжения. И ручной волк будет следовать за тобой. Только зачем он мне?
Так, что дальше? Это не ручной волк, это какая-то псина, которая бегает, виляет хвостом и пускает везде слюни, блин. Я тут встретил торговцев на пристани и взял у них семена хлопчатника. Наконец-то, вот он. Так, и чё? Найден новый предмет хлопчатник. И что нам с ним сделать? Я уже чувствую себя почти как дома. Может, дадим этому месту название? Использую табличку с названием, чтобы переименовать остров. Табличка с названием использовать. Переименовать. Блин, а чё, как ее назвать-то? У кого какие варианты? Так вот, нормально будет. Так, что дальше-то делать нам? Нам надо хлопчатник, что ли, где-то посадить. Так, а что у меня там превышено-то? Надо руду с древесиной. Так, сейчас у нас очередное задание, я так понимаю, построить лодку, да? Но нам для этого нужно как-то сделать ткань. Блин, чертеж. Может быть, по чертежам что-то построить. Загон, склад, амбар, мастерская, плавильня, пристань. Здесь нет того, что нам нужно. Как посадить хлопчатник? Старый, давай рассказывай. Зачем я забор взял? Черт. Ну есть у меня эти семена, куда мне их посадить-то?
Можно, конечно, ткань купить, если она продается. Да, она продается. Так, а сколько нам понадобится для этого? 9 тканей и 9 сетей. Это очень дорого. Так, пойдем за алмазами тогда, что ли? Но для этого нам надо запастись едой. Так, а может быть мы пшеницу используем тогда вместо ягод? Она же у нас тоже восстанавливает запас сил. На троечку ее поставим. Да и все. Так, блин, а у меня факела-то нет, нифига факела. Надо сделать. В темноте не очень хочется гулять. О, алмазики, классно. Люблю алмазики. Так, скорость добычи давай. И видимость не хватает, да? Максимальный запас сил давай, да. Блин, попробовать этого завалить. Тут у нас как раз нарисовалась эта дверь. Волшебная. Золотого этого голема попробовать завалить. Блин, он тяжелый. Бля, их тут два, ёпта. Ой, ёпта. Ой, ни хрена себе, вот это я попал, их тут не два. Тут целая куча. Не-не-не, нафиг валим. С этим я не справлюсь. Это что-то какой-то не тот выход. У меня тупо не хватит на них на всех здоровья.
Так, все, валим наверх. Продадим то, что есть. Так, и смотрим, что нам нужно купить. Ткань 9 штук, сеть 9 штук, ясно. Ткань 9 штук и сеть. Все. И остальных слитков нам надо взять. У нас, по-моему, они были. Сейчас посмотрим. Здесь 3. Плавилки есть что-нибудь? Здесь нету. Так. Тогда мы сейчас наплавим. Сколько нам их там надо? 3 есть, еще 6, да, как раз. Все. Подожди, в смысле? Я разве не взял? А, горючего нет, ё-моё. Так, ну что? Блин, да ладно, в смысле? Что за херня? Все. Смотрим. Вот и все. Мы готовы построить лодку, чтобы отчалить отсюда. Погнали. Так, погоди. Это нам еще 4 ткани надо, да? Еще 4 ткани, говорит, надо. Сейчас посмотрим. Да в смысле, или хлопок нужен? Блин, да ладно, а хлопок-то у них есть в продаже? Ни хрена у них здесь нету. Его по-любому надо как-то выращивать. Ну я понял, это, короче, нужно в этом заменить культуру. Вместо пшеницы посадить хлопок. Вот, заменить культуру, семена хлопчатника, все. И, соответственно, ждать, пока он вырастет здесь. Сейчас
Сейчас удобрения накидаем. Где-то у нас еще должны быть удобрения на складе, наверное. Так, что можно скинуть? Так, ну что, я думаю, теперь нам этого хватит, чтобы построить чудесную лодку, мать его. Все, мы готовы. Не знаю, что меня ждет, но с пустыми руками я не вернусь. Не забудь исследовать под землей тоже, никогда не знаешь, на что можно наткнуться. Держись подальше от опасностей. Тебя ждет неведомый мир. Подсказка. Нажмите Е во время поездки, чтобы посмотреть характеристики ездового животного, техники, а также, чтобы произвести кормление или заправку. Его еще и заправлять надо. И серьезно? Так, персонаж, что персонаж? Стальной меч. Такой. Кирка броня, понятно. Так. Ручной волк, кстати. Почти сдох. Или это голод его отображается? Ну охренеть. Я что, получается, свалился с этого острова, да? Ну и сколько мне плыть? Это что за херня? Древесина, блин. Опа, эй, там, приятно видеть, что другие выжившие тоже пускаются в плавание. Группер. Не обращай внимания, Полли просто так здоровается. Надеюсь, ничего страшного, что теперь у тебя ботинки в водорослях. Ты знаешь, что за остров впереди? Я знаю, конечно. Он называется Закатный приют. Там живет больше выживших, чем на любом другом острове. Оно и понятно, там же главный корабль упал. Будь осторожен, в последнее время про Закатный приют ходят недобрые слухи. Шедеврально просто шедеврально. Так, прибрежный склад, каменная кирка, каменный топор, но нам этого не надо. Это что такое? Корабль, который, наверное, упал, да? Все сгорело, какой ужас. Что случилось?
Мирозы пытались перенаправить энергию и чуть здесь все не взорвали. Провалили свои эксперименты, а мы теперь должны наводить за них порядок. Я не смогу ничего починить, у меня ведь совсем не осталось титана. Титан. Твою мать. Ну, я так понимаю, у нас других вариантов нет. А, погнали копать. Так, подожди, какой копать? У нас же... Ну, у нас по восстановлению. Все хреново. Нам нужна еда. Или ягоды, по крайней мере. Так, в принципе, 13 штук у нас есть. Сейчас попробуем покопать, посмотреть, что там внизу. Насколько здесь все плохо. Это что? Сера, блядь. О, ёпта. Оба-на, все, вот это я уже не могу копать. Вот эту вот хрень я уже копать не могу. Здесь уже надо кирку какую-то другую делать. Из титана, наверное. Надо искать плавилку местную. Смотреть, какие ингредиенты нужны. Либо покупать, не знаю, гостиница, блядь, тут у них. Хорошо устроились, бля. Давай посмотрим, что там. Добро пожаловать в Золотой Ключик. Лучшее и единственное место по эту сторону пустыни, где можно получить пищу и кров. Ясно. То есть это гостиница, много людей у вас останавливается? Через закатный приют прибывает много народа. Кто торгует, кто местность изучает, ну а кто просто ищет свое место в мире. Но если мы не восстановим питание, вряд ли кто-то будет останавливаться. Я даже не знаю, сколько раз мне хотелось пойти к Мирозам и высказать все, что думаю. Ясно? Сделка с торговцами рудой. Ну-ка, не могу поверить, что энергостанция не работает. Как мне теперь вести дела? Какая-то электрическая тварь. Ладно. Мне нужно, наверное, титана как-то найти. Я не знаю как. Может быть, мне построить здесь мастерскую? И у нас что-то там появится. Так, загон, склад, амбар, мастерская, плавильня, пристань, мастерская. 5 древесины, 5 железного слитка. Но где я возьму железный слиток? Нам нужно сначала плавильню сделать. Плавильня. Это 15 угля. Да, у нас его нет. Еще 3 надо.
Так, зачем мы построили плавильню? Вы поставить мастерскую, да? А мастерская нам зачем? Ясно. Два титана. Вообще не проблема. Оказывается, вот как все было задумано. Я-то думал, его нужно будет как-то изготовить, не знаю. Оказывается, надо было его просто подобрать. Ну, как сказать, блин, скучновато немного, конечно. Так, где эта баба, которая хотела два титана? Короче, построил корабль, приплыл на другой остров. Тут свои тоже задания, там, ну, вот такая вот вся фигня. Эй, парниша, хочешь взглянуть на мои редкие товары? Такого больше нигде не купишь. Ну и что там у тебя? Титан, уран, ни хрена себе. Сова, карелла, теневой плащ. Открывает носителя 1500 стоит. Реактивный ранец 16 тысяч стоит. Ни хрена себе. Чертеж кухни. Кстати говоря, чертежи тема, потому что у меня-то их нет. Блин. Толковый товар это у тебя, братан. С тобой приятно иметь дело, прости, но деньги не возвращаем. Да. Это у меня тут эта баба просила два титана найти. Только где она? Я ее найти теперь не могу. Ну да, планирую, да, купил уже, хочу попробовать. Я не знаю, где эта тварь, я, бля, понятия не имею, короче. Что-то она мне попросила два титана, я и нашел, а она ее и нету тут. Не, я не доплыву. У меня тупо не хватит, мне нужно, блин, восстанавливать как-то выносливость. Так, надо в гостиницу, я думаю, поселиться, потому что у меня вообще хреново все.
Боюсь, мы не сможем вас поселить, пока не восстановим питание. Какое, блядь, питание? Ты о чем вообще? Ёб твою мать, блядь. Ух ты, не думала, что ты и правда раздобудешь титан. Да, забирай, давай, спасибо, теперь я мигом все починю. Давай, чини там свою хрень эту там. Готово. Чтобы запитать станцию, понадобится уголь или очищенная нефть. И еще здесь можно изготовить батарею. Блин, ну тут, оказывается, тоже все технологии передовые, блин. О, у меня тут после ремонта остался металлолом. Возьми его в награду за титан. Да. Я сейчас откинусь, блин. Блять, в смысле? Я же починил. Там еще что надо-то? Блин, я сейчас сдохну нахрен. Кто бы мог подумать, что выживших так много. Да, но этого все равно недостаточно, чтобы спасти человечество. Мы должны объединиться с другими колониями. Думаешь, есть другие? Наверняка есть, нужно просто их найти, способ выйти с ними на контакт. А если в пути на нас нападут? Ну, хотя бы будем знать, что сделали все, что могли. Я не собираюсь отсиживаться на этой планете, поскольку... только потому, что сейчас все спокойно. Это, оказывается, другая планета, твою мать. Управление энергостанцией. Добавить горючее. Нам нужна очищенная нефть. Так, зарядить батареи. Короче, нужно с ручником. Да я не успею ни хрена. Мне нужно восстановить выносливость. Наконец-то у нас снова появилась энергия. Эх, было бы еще с чем повозиться из техники. Если поможешь мне построить завод, будем производить всякое. Бля. Прекрасно. Питание восстановлено. Правда, Мирозы тут ни при чем. Не могу поверить, что мы до сих пор платим им за техническую поддержку. Спалили энергостанцию и даже не удосужились ее починить. Нельзя просто перестать платить. Я не могу оставить гостиницу без присмотра. Но если кто-нибудь сходит и поставит вопрос ребром, может и получится отменить. Это нечестное соглашение. Ну давай. Бля, да я сдохну, я не дотяну. О, отлично, да, давай. Слава богу. Я слышал, главный корабль упал где-то здесь. Как вам удалось выжить без спасательной капсулы? В этом-то и проблема. Все благодаря Мирозе. Они чудом усовершенствовали что-то в последний момент и спасли весь наш сектор. Выходит, мы у них в долгу. Но теперь мы лишились из-за них энергии. К тому же они стали выпускать и бесчинствовать непонятных тварей. Я даже слышал, что кто-то пропал без вести в пустыне, а неподалеку видели Мирозу. И они думают, мы оставим все как есть, хотят, чтобы мы еще и платили, наше терпение на исходе. Так, слава богу, мы восстановились, блин. Что дальше? Короче, нужно, чтобы энергостанция у нас не остановилась, топливо собрать. Это либо уголь, либо очищенная нефть. А у меня что-то инвентарь полный, блин. Надо это все слить. Есть тут складик один, надо все туда позакидывать. Так. Это можно оставить.
Так, нет, нам пока не надо. Добавим горючее. Еще надо пособирать. Да, давай, надо восстановиться. Блять, я увлекся. Что-то я совсем про выносливость забыл. Так, посмотрим, что у нас здесь есть интересно. Наконец-то мы снова в деле. Еще бы избавиться от этих разбойников. А ты силен на вид сможешь их отпугнуть? Так, торговцы просят разобраться с разбойниками, ворующими товары. Требования разбойника 1, разбойник 1, такой, короче, 4 надо. Ну давай. А ты не можешь продать что-нибудь? Так, опа, здесь есть пули, здесь есть заряд. Короче, я понял, у нас тут револьверы, ружья пошли. Нормуль. Все в классике жанра, бля. Ультра рюкзак. 2500 стоит. Пушка стоит 250. Бля, у меня не хватает, надо, короче, копить деньги. Так. Торговец рудой. Вот у него можно что-то продать. Давай что-нибудь продадим. Все равно нам это пока не нужно. Может, пушку себе купим, да? Так, 1103 есть. Давай ствол, короче, покупаем себе вот ружье. Да, и заряды к нему. Все. Так. Теперь пушку ставим на
Вместо лука нашего, да? Вместо пятерочки. Пушку на пятерочку. Лук, стрелы там теперь неинтересные. Так, а как стрелять? Надо заряды поставить. А, все, я понял. Это, короче, ружье не обязательно ставить на горячую клавишу. А, нужно поставить заряды. Все. Кого завалить-то надо? Где? Ну это просто замес какой-то. Куда же ты, друг мой? Погоди, мы еще не закончили. Есть. Зашибись, у меня патроны закончились. Так, блин, где у меня меч-то? На каком у нас? Давай его на шестерку поставим. Иди сюда. Мы не закончили еще с тобой. Так, все вроде, нет? Всех завалили. И правда одолел разбойников. Прошу, прими это в знак благодарности. Кошель. Кошель ты мне дал? Может, мне денег подкинул? Ты меня опять полющит, короче. Короче, я так понимаю, здесь квесты уже пошли какие-то. Да, давай. Квесты, квесты. Так, сделка с торговцем едой. Ну, это понятно. Купить, продать. Так, алмаз. Продадим. Золото тоже. Что дальше? Есть у кого какие задания, нет? Так, максимальное здоровье прокачиваем. И выносливость надо будет следующим прокачать. Потому что что-то я задолбался уже. Такой выносливостью.
Так, что дальше? Что делать-то? Можно домой вернуться, в принципе, но зачем? Так, надо попродавать. Либо на склад скинуть. На энергостанции можно изготовить батареи, для этого тебе потребуется серый и стальной слиток. Там же ты сможешь все перезарядить. Ну, я уже это сделал, мне она не нужна. Так, вот здесь вот давай продаем все это нахер. Не понимаю, почему у меня такой перегруз сильный, блин. В принципе, здесь можно жить, но тут придется либо чем-то торговать, либо что-то выполнять. Я не знаю, зачем мы сюда приехали вообще. Так, надо попробовать купить кирку какую-нибудь помощнее. Потому что здесь у меня уже эту породу не берет. Так, что за сундучок? Титан, отлично. Мы забираем. Так, здесь у этого только оружие, да? А тут что? Тут еда только, да? Кстати, вот, можно у этого все купить. Для восстановления выносливости. Вот сахар, например. Хлеб. Сахар 40 стоит, 30 восстанавливает. Хлеб стоит 15, но 40 восстанавливает.
Зачем мне сахар, бля, если есть хлеб подешевле? Яблоки вообще он еще дешевле. За 10-40 восстанавливает, а хлеб за 15-40 восстанавливает. А нахрена мне этот хлеб? Где-то я там видел ультра-рюкзак. Сколько он стоит? 2500, что ли? Вес 150, да, 2,5. Надо накопить. Так, только мне надо на горячую клавишу поставить яблоки. Стальной слиток. Давай, братан, дотяни, чуть-чуть осталось. Закрыто на ночь, ты серьезно? Вот ты молодец. Я тут, блин, из последних сил пытаюсь добраться, блин. Ты закрылся? Так, продаем все, нафиг. $2350 чуть не хватает на ультраранец, блин.
Яблоки надо купить. Если есть, конечно же. Есть, отлично. Так, мне нужно то, что восстанавливает выносливость. Хлеб, например. Так, ну что, на этом будем заканчивать. Смотрел. Вот, обязательно приходите на следующий. Не забывайте подписываться. И всем удачи, всем пока. До встречи в эфире.